Привет всем! Сегодня мир стал свидетелем момента, который ощущался гораздо значительнее, чем просто бейсбол, когда Ким Тэ-хён, весь BTS, вступил на площадку легендарного стадиона Доджерс, вся атмосфера изменилась. Это было не просто торжественное мероприятие, это было связано с историей, культурой и миллионами сердец, бьющихся в унисон по всему миру. Болельщики с нетерпением ждали этого момента. Как только он появился, заправленный в джинсы майкой Доджерс, стадион взорвался. Тэ-хён не просто помахал рукой, он держался с уверенностью мировой легенды, но и со скромностью, которой армии всегда восхищались. Камеры сверкали, словно море звезд, фанаты скандировали его имя так громко, что почти заглушали голос комментатора. Еще до того, как он поднял левую руку для броска, энергия на стадионе была наэлектризована, все словно знали, что сейчас станут свидетелями чего-то незабываемого. И вот это случилось. Ви слегка поклонился, отдал честь питчеру Доджерс Ясунобу Ямамото, а затем сделал бросок прямо в перчатку кэтчера. Точность, уравновешенность, грация – вот он, настоящий Тэ-хён. Толпа ликовала, фанаты подняли свои телефоны, и через несколько секунд видеоролики заполонили социальные сети. Но это было только начало, потому что то, что произошло дальше, было не просто бейсболом. Тэ-хён встретился с легендами, попал в заголовки газет и оставил след, о котором мир будет говорить еще долго после окончания игры. Как только Тэ-хён вошел в блиндаж, реакция толпы была невероятной. Тысячи фанатов, многие из которых были одеты в мерч BTS и держали фиолетовые баннеры, скандировали его имя во все горло. Присутствовали не только фанаты Доджерс, это были армии со всех уголков США, которые проделали долгий путь ради этого исторического момента. Стадион превратился в смесь бейсбольного азарта и атмосферы концерта к-поп. Каждое движение Тэ-хёна вызывало бурные аплодисменты. Когда он махал рукой трибунам, болельщики взрывались ликованием. Когда он улыбался, весь стадион разражался криками. Даже игроки Доджерс не могли скрыть своего изумления от того, как один человек может преобразовать энергию целого бейсбольного стадиона. Камеры запечатлели этот момент, болельщики в слезах, крепко сжимая телефоны, снимали каждую секунду. Они поняли, что стали свидетелями события, которое случается раз в жизни. И Тэ-хён ответил на любовь своей характерной теплотой. Он прислонился к перилам стадиона, лично помахав ИАРМУАЙ, скандировавшим его имя. Некоторые фанаты даже сказали, что этот момент был похож на встречу фанатов на бейсбольном стадионе. Для многих это был не просто спорт или музыка, это была связь с Тэ-хёном, которую они и представить себе не могли. В тот вечер на стадионе проходил не просто бейсбольный матч, это была сцена, где Ким Тэ-хён напомнил миру, почему одно его присутствие может творить историю. Одним из самых незабываемых моментов вечера стала встреча Тэ-хёна с величайшей суперзвездой бейсбола Сёхэй Матани. В блиндаже Доджерс две легенды коротко, но трогательно обнялись, этот момент мгновенно стал вирусным. Это была не просто встреча двух спортсменов или двух знаменитостей, это была встреча мировых легенд музыки и спорта. Болельщики по всему миру не переставали прокручивать в голове этот момент, называя его «встречей гигантов». Но это было еще не все. Перед тем, как выйти на горку, Тэ-хён почтительно поклонился питчеру Доджерс Ясунобу Ямамото. Этот жест был едва заметным, но многозначительным, отражая характерную для Тэ-хёна скромность и глубокое уважение к окружающим. Толпа ответила бурными аплодисментами, демонстрируя, как каждое его маленькое действие имеет огромное значение. Когда Ямамото чисто поймал V-образный бросок, их отношения мгновенно вошли в историю бейсбола. Позже Тэ-хёна видели непринужденно беседующим с питчером Доджерс Тайлером Глэсноу в окружении фотографов, запечатлевших его со всех сторон. Фанаты не могли поверить, как легко он вписался в этот мир, находясь среди самых громких имен в игре, но при этом сохраняя свою уникальную харизму. Для ИАРМУАЙ важно было не только то, что бейсболисты узнали Тэ-хёна, но и то, как его влияние и обаяние вышли за рамки индустрии, объединив музыку, культуру и спорт в один незабываемый момент. Когда Тэ-хён наконец подошел к горке, весь стадион затаил дыхание. В майке Доджерс номер 7, аккуратно заправленной в выцветшие джинсы, он выглядел одновременно непринужденно и культово.
Его разминочный бросок левой рукой вызвал аплодисменты со всех уголков стадиона. Казалось, фанаты уже знали, что этот момент войдет в историю. Затем последовал бросок. Со спокойной точностью Тэхён поднял руку, слегка наклонился к Ясинобу Ямамото, а затем нанес удар прямо в перчатку кэтчера. Это был не просто бросок, это было заявление. Толпа взорвалась, смешав ликование бейсбольных болельщиков со страстными криками «Армия!». Через несколько секунд видеоролики с идеальным броском стали доминировать в социальных сетях по всему миру, но Тэхён еще не закончил. Схватив микрофон, он уверенно крикнул на чистом английском: «Время для бейсбола, Доджерс!». Стадион взорвался аплодисментами, фанаты в интернете были в восторге. Эта культовая фраза, обычно произносимая комментатором, была потрясающей, потому что исходила от голоса Ви. Казалось, что он был не просто гостем, он стал частью истории Доджерс. Каждая секунда этого момента отражала способность Тэхёна превращать что-то простое в нечто легендарное. Болельщики бейсбола стали свидетелями его мастерства, в то время как Иара и Муай увидели, как их кумир снова доминирует на сцене. Когда бросок Тэхёна попал в перчатку кэтчера, история не осталась только на стадионе Доджерс, она распространилась по всему миру. В течение нескольких минут хэштеги, такие как решетка #TayoMGad.Gers и решетка First стали трендами в Twitter, Instagram и TikTok. Миллионы фанатов, которые не смогли быть в Лос-Анджелесе, смотрели это событие в прямом эфире с помощью бесчисленных клипов и онлайн-трансляций. Крупнейшие новостные агентства в США, Корее, Японии и за рубежом поспешили осветить эту историю. Заголовки хвалили Ви не только за его подачу, но и за культурное влияние, которое он оказал на любимое занятие Америки. Спортивные комментаторы отмечали его точность, а журналисты развлекательных программ восхищались тем, как его присутствие поднимало общую атмосферу игры. Это был уже не просто церемониальный бросок, он стал мировым культурным событием. Армии по всему миру заполонили социальные сети своими реакциями. Некоторые фанаты сравнивали его спокойную подачу с его сценическим присутствием, в то время как другие восхищались историческим объятием Ви и Шохея Отани. Мемы, монтажи и фанкамы заполонили все платформы, в очередной раз доказывая, что звездная сила Тэхёна может доминировать в любой индустрии, даже в бейсболе. К концу вечера стало ясно, это была не просто игра Доджерс, это был вечер Тэхёна. И весь мир не мог перестать говорить об этом. Для Тэхёна этот вечер был больше, чем просто церемониальный первый бросок, это был символ всего, что он олицетворяет. Стоя на этом холме в Лос-Анджелесе, он был не просто Ким Тэхёном из BTS. Он был культурным послом, объединившим музыку, спорт и мир фанатов в один незабываемый момент.